Трамвай — это метафора, понимаешь, нашей жизни. Он двигается по рельсам в определенном направлении. И мы все встречаемся вместе в одном. Вагонные споры — последнее дело. Я никогда на трамвае таким маршрутом не ездил. Я вообще на трамвае очень редко ездил, только когда учился в институте, наверное. Потом как-то перестал. Теплая погода, прекрасный Питер. Трамвайчик, покатался я первый раз в таком трамвае. Ретро-трамвай вообще потрясающая вещь. Долго искали, где бы его взять. Долго выбирали, какой взять трамвай. М4, по-моему. Трамваем скажу, что родилась идея намного раньше, чем мы стали снимать этот видеоклип. Должны были ехать на гастроли в Австрию. И нас попросили: слушайте, парень, снимите какой-нибудь видос. Я: смотрите, трамвай, давайте толкнем его, типа, будем толкать. В шапку-ушанка, там, толкать трамвай. Группа Атава толкнула трамвай, чтобы поехать на гастроли в Австрию. Я как-то запомнил, думаю, вот было бы здорово как-нибудь там снять что-нибудь еще такое же. Ну, Севий, давай мы сделаем еще так. Мы выйдем немножко потупим, как-то так. Побежали просто реально. Кто-то должен что-то сказать. И когда мы вот придумали, что будем снимать с трамваем, было понятно, что трамвай надо по клипу как-то его остановить, почему он должен стоять. Ну, снимать, что кто-то под колеса упадет, там немножко разлило молоко, было крайне сложно. Потом придумали использовать вот этот образ смешного, замечательного человека Мити Храмцова, который на самом деле по жизни вечно влипает в всякие смешные и иногда даже какие-то плачевные истории. У меня, такая была манера, я любил ездить на подножнике трамвая. И, во-первых, не надо платить, и ты едешь на этой подножке, такой образ, знаешь, У меня гармошка всегда была в кармане, на гармошке губной играл. И я уцепился за эту самую, за трамвай поехал, и он, скакнул на какой-то там и у меня эта гармошка выпала. И я такой: блин, надо прыгать. И я прыгнул, покатился, разбил колени себе. Тогда я подумал, что, наверное, может быть, не нужно делать вообще-то. Да, может, лучше внутри ездить. Да, и мы придумали: Митя тогда будет ехать в трамвае, каким-то образом выведет его из строя. И вот была придумана сценка с розеткой. Мы купили красивую розетку, купили вот эти аккуратненькие проводочки старые, витые. Понятно, что нам никто бы не разрешил там это делать, проводку, потому что, понимаете, это ретро-трамвай, музейный экспонат. Мы очень аккуратно, в щадящем режиме на двухсторонний скотч приклеили это все, чтобы аккуратненько, не сдирая лака, все это демонтировать. И получилось очень убедительно. Я думаю, что многие люди даже не поняли, что это было нами сделано специально. И, может, даже думают, что, трамвай, там розетка, да, там телефон подзарядить. Это вообще... Это просто... Если не считать того, что мы кругами ездили с остановкой, в общем, было приятно очень, да. И то интересно, что за нами-то ехала машина, а за ней ехала еще полицейская специальная машина, которая присматривалась, чтобы никто там сильно не толкал наших. Где наши гоньки, непонятно. Леша Белкин слышит меня? Пропускаем трамвай тройку впереди. Совершенно не слышно, это ты говорил что-то? Едем на площадь Репина. Делаем. Трамвай начинает движение. Здесь тише, Саш, когда мы равняемся, то чуть-чуть, Как-то я гостил у Петра, и что-то включил телевизор, и как раз начался фильм «Республика Шкит». А я песню знаю, жалостную. И вот этот персонаж мамочка, мне настолько вообще просто восхитил. А я песню знаю, жалостную. И вот это я просто убился в сопли, можно сказать. Мне эта песня в первоисточнике вообще не нравилась никогда и, можно сказать, до сих пор. То есть мне эта мелодия не нравится. В фильме она, я скажу так, там беспризорник поет дворовую песню. Она не звучит
как дворовая песня, она для меня всегда звучала как-то странновато. Но это раньше так было принято, что в фильме, когда беспризорник поет, он поет в сопровождении оркестра, поставленным голосом. Это сейчас другая стилистика, снимают, более аутентичный может быть звук там как раз. И это как бы ценится, что вот именно какой-то беспризорник поет, как-то может быть нестройно, и у него гитара не строит. Раньше такое не допускалось. Один артист вылупился. Мамочка, не годится. Смыться может. Артистом хочу быть! Мечтаю! Я решил, что нам нужна эта песня. Ну и пришел, в общем, на репетицию как-то и предложил ребятам, говорю, вот, хочу эту песню. А потом накопали то, что там есть несколько куплетов у этой песни. Потом оказалось, что еще и припев там есть. Я вообще хотел, чтобы это был блюз. То есть такой у кошки 4 ноги. Захотелось как-то взбодрить все это, и видно, это породило такой простой гитарный риф, который привел к созданию этой песни в нашем варианте. Алексей сказал, что блюз — это вообще скучная музыка, и что ее вот. И начал на гитаре играть забористый рифец. Ребята, я во вторые еще мячи кидаю. Начали. Мяч уже профессиональный. Хорошо. Слайдер, чтобы ты понимал, слайдер это 2 метра. Да. Просто прокатывается. Там нету такого, что мяч катится. Он и не катится, он стоит, ребята. И? Ребят, смотрите, вы сейчас стоите вот так вот, да? А вам нужно вот как бы зеркально. Да? Параллельно действие. И будет, а в это время в замке у шефа? Ну, типа того. В это время на крыше, понимаешь, а в это время в трамвае. Монетка. Кран. Да, конечно, очень нам повезло с человеком, который помог нам поставить футбольные сцены. Просто человек, который умел бы играть в футбол, бить убедительно по мячу, даже делать какие-то финты. И этим человеком оказался Артем Беспалов, замечательный музыкант из одной известной достаточно группы, из группы Торбо на Круче. Мы просто выяснили, что Артем увлекается футболом и чуть ли там не каждую неделю где-то играет. Мы не могли до последнего дня понять, кто у нас будет в футбол играть и вообще, что мы там будем делать. И вот появляется Артем, и все становится на свои места. Он делает там пару финтов, и все работает. Можно просто с центром не пойти как-то и спин сделать. И начиная с паса мне, например. Давай. Кто может хорошо подать пас? Прямо на съемочной площадке мы придумали, что ну как они будут играть в футбол? Ну, конечно, даже не играть нечестно. Они даже там подножки ставят, там хватать за руки, за ноги. Мерзавец. Просто. Твоя. Да. О, они заиграли, как Вася смешно бежит. Давайте это используем. Вася, ты беги и еще хватай его за руки. Вау, супер, получается еще смешнее. Пас мне. Начинается пас. Да. Я делаю. О, отлично! И мы увидели свои лица. Это просто круто. Гаденыши. Для Артема были куплены специальные бутсы. Они, конечно, не начала прошлого века, но достаточно уже старенькие. Он их одел на репетицию. Мы пошли во двор, чтобы он показал там какие-то свои финты, что он умеет делать. Там и так, и этак побил. И буквально там 15 минут прошло, возвратились обратно в студию, и вдруг выяснилось, о боже, вся подошва у обоих этих бутс была полностью разбита, развалена. И нам чудом удалось отправить их в починку, нам починили, действительно все хорошо. И Артем уже в починенных новых бутсах отыграл весь матч, который мы снимали за городом во Всеволожске на замечательной футбольной площадке. Надо не забывать, что сегодня 1 сентября, День знаний. Ова, да. Хулиганье вообще. В моем детстве в футбол играли все. То это либо на футбольном поле, либо чертился просто квадрат и играли в квадрат. То есть мячик он был в ходу. А поскольку я, например, в детстве был очкариком и в футбол не играл, попросту потому, что в очках можно разбить и все за один вечер. И этот футбольный матч был для меня потрясающим, потому что у меня получилось сделать то, чего в детстве я просто не мог.
как-то мы переехали из... Такой был в Кургане микрорайон, энергетики называлось. Я попал в такой двор, там была такая дружная вообще компания пацанов. Мы играли в хоккей, в футбол, и я стоял на воротах. Не очень нравилось мне бегать много. Потом я как-то вот вошел во вкус, специально ездил покупать вратарские перчатки. И, в общем, да, у меня неплохо получалось. Здесь нужно было как-то смоделировать профессиональную более-менее игру, поэтому вышло непросто. Но в кадре вроде кажется все гладенько и хорошо. Митяй, эксперимент. Я пока не уверен, но попробуй один, пожалуйста. Ну ты хороший. Не, ты будешь им забивать, но ты будешь шляпу, ты поснимаешь шляпу, ну как бы концепция такая, что снимаешь шляпу, что ну типа прическу сохранить. О! И попытайся еще боднуть немножко. Вообще, на самом деле, совершилось чудо. По сути дела, мы вот, ну, в футбол-то ведь, ну, не играем так вот, чтобы каждый день идти на футбольное поле и с мячом там работать. Но именно вот в клип вошел именно тот кадр, когда получился идеальный пас вообще у Алексея Белкина. Не с первого раза вообще было снято, там, я не знаю, раз 15 приходилось с этой скамейки спрыгивать, и, может быть, даже больше. Дети мои, возрадуйтесь! Петр? Раз, два, три. Козырь, тяни. Приехал, слегка припозднился на съемке, а это с меня начиналось, да, собственно, вот с этой сцены начинались съемки клипа. Я захожу в подворотню, а там вот такой вот уголок оборудован. Такую же декорацию можно было сделать здесь, в павильоне, и она была бы, вероятно, даже лучше. То есть она была просто вообще идеальная. Но, может быть, она не так бы работала, потому что это искусственно. Сказали, что на сей раз будет роль попроще, бухгалтером не травмоопасная. Но на первом же дубле, не, на втором где-то, на третьем на меня свалились рога, а потом портфель с сосисками на голову. Хотелось тоже так немножко поиграть вот с изменением реальности, что вот вроде бы вот он сидит в комнате, в кабинете, а потом оп, оказывается, что совсем и не там. Хочу, конечно, огромный респект высказать своему родному брату Владимиру Белкину. Это вот тот случай, когда не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Вот там мы пингвина взяли, чучело у него. Большое количество всяких маленьких деталей, которые, может быть, многие люди даже не заметят их в клипе, но они там присутствуют. Там кто-то спрашивает, да где кот, где коты? Мы сознательно не снимали никаких животных, никаких котов, хотя были, конечно, такие мысли, посадить кота в этот саквояж и еще. Но на самом деле коты все-таки в кадре есть, и они появились благодаря моему брату, который вот имеет какое-то отношение к антиквариату, занимается им отчасти. Так что, Володя, тебе огромное спасибо за помощь и вообще всем людям, которые были причастны к нашему собиранию реквизита, потому что реквизит, конечно, особенно для такой ретро-картины, это очень дело важное. Это сифон, о котором я всю жизнь мечтал в детстве. Да. У моих друзей у кого-то был он, у меня никогда не было. И я тоже хотел, потому что это газировка делается с помощью такого баллончика с углекислым газом, который, я помню, был тоже страшным дефицитом. Вот, добавляешь сиропа и газированной воды, и вот тебе лимонад. А в детстве же лимонад это очень типа такая святая вода. И вот прошло 40 лет, и я дорвался. Ребятушки, принимайте у меня посуду, пожалуйста. Ребята, осторожненько принимай. Митяй, давай тебе тоже. У меня есть. А, у тебя есть? Если я себе. В кино так бывает, когда говорят, у меня есть. Это перестал быть компот. Вот, собственно, вот эта крыша. Здесь мы сидели, тусовались с соблюдением всех
правил технической безопасности. У нас был специальный человек, который там страховал оператора. Ну, в общем, все, мы здесь очень крайне серьезно подошли к вопросу безопасности. Более того, даже оформили страховки на здоровье для музыкантов группы, которые в этом году участвовали в съемках. Вообще, конечно, очень давно уже хотелось снять видеоклип в городских интерьерах, потому что мы живем в потрясающем городе. И с каждым годом убеждаемся все больше и больше, что город, ну, один из красивейших в мире. У меня ассоциация с Питером — это, конечно, крыши. И хотелось, я говорю, ребята, слушайте, надо что-нибудь на крышах замутить, давайте. Сразу же вспоминалась 3-я серия от этих, как же его, «Последнее лето детства». У меня сразу вспоминается, как вот там мальчишки идут на крышу, там что-то ставят, какую-то антенну. Меня это так вот впечатляет. Мне как-то хочется передать вот это беззаботное ощущение, когда вот люди на крышах. Зачем они на крыше, непонятно. Ну, мы все стремимся наверх, наверное. Так это делается вроде. Хорошо, наверное. И облазили, признаюсь честно, прям несколько крыш. Взяли человека, типа специалиста по крышам, который проводит экскурсии. У него была такая большая связка ключей от всяких домофонов. И столкнулись с тем, что вот так, чтобы взять и провести съемку, где нам хочется, крайне сложно. То там соседи не пускают, то вообще просто закрыто, то достаточно сложный объект, то сложно залезать, технику не затащить. И в какой-то момент я уже даже потерял задор. Но тут вдруг вспомнил, батюшки, так у меня же, я живу в центре города, и крыша есть. Почему бы не подняться сюда? Позвал Севу, мы сюда пришли, и, о чудо, конечно, мы здесь походили и обнаружили, что крыша абсолютно годится для всех наших целей. Если вы посмотрите, вот они какие красивые стали конечки, мы их покрасили, вот это все покрасили. Красили 2 человека, один мой лучший друг детства, Константин Николаев, а другой наш бывший бас-гитарист Тимур Сигидин, который, как известно, пошел на повышение, занялся своими проектами, стал работать продюсером музыкальным. Я Тимура пригласил, и Тимур вот что-то здесь тоже покрасил, и здесь, и внизу. Ему за это большое спасибо. Так что, если вам нужен маляр, Тимур Сигидин, Location Design. Эй, Севи. На самом деле в клипе, мне кажется, персонажи неопределенно отрицательные или положительные, на мой взгляд. Это троица, которая летает по всему миру и помогает кому-то. Для меня не показалось, что эти ребята отрицательные, как-то все довольно-таки мягко, на мой взгляд. Глядя на вот этого человека с усиками в ботинках, вот в этих пижонских, хороший получился образ, мне кажется. Василий прекрасен был, да. Я так понял, что образ сложился из того, что он увидел эту фотографию, которую Аня выложила. Там, я не помню, куда уже я ехал, куда-то то ли на концерт, то ли на какую-то тусовку. Восточный человек, условный турок. Так, мы сейчас находимся, сегодня какое 25 августа 2019 года, находимся на Удельной, уже сюда приехали в 4-й раз, если не ошибаюсь, ищем реквизит. Делаем из Всеволода Алехина настоящего вратаря. Леша Белкин, он знал приблизительно, что ищет, общие черты такие. Но вот как это будет в вещах выражено, на удельном рынке это лотерея. Неизвестно, что ты найдешь, и ты всегда на какую-то там волну настраиваешься. Лучше взять с собой кого-нибудь, у кого есть чувство на вот такие на вещи. И буквально вот что выскочит, и образ подбирается, да, прямо по ходу. Я не могу сказать, что это было приятное воспоминание. Я стараюсь такого не помнить, да, это что было на Удельной, я не слишком детально помню. Но я просто знал, что это нужно и что это не напрасно. Я могу ждать его рогатку. Я могу взять у вас интервью. Рогатку — это хорошо, кстати. Вот волшебная сила искусства. Детская обувь, распродажа женской обувь, посмотрим, пожалуйста. Ну, наверное, если плохая погода и при этом еще холодно, и нельзя одеться, потому что надо красивый костюм, и приходится терпеть. Вот это сложно. Но вот в этот раз нам повезло с погодой. Да, было прям жарко, даже было слишком жарко. Прикольно было, что там, было видно, что некоторые, правда, умеют играть в футбол. Понаблюдать было классно. А Артем, он именно сыграл с точки зрения вот его поступков, он такой самый отвратительный, да, когда он там 5-й точкой, извините, забивает несчастному ребенку, да, который на воротах стоит, ему кепку на глаза. Сева был настолько как-то невозмутим, это вообще последняя, так сказать, черта негодяя.
О, слушай, вот хорошо, Дине не улыбайся. Омерзительно получается? Да, в меру омерзительно. Я вспоминаю, этот день было довольно сложно, причем на воротах команды, за которую я вступился, стоял мой сын. Я больше всего за него переживал, потому что, в принципе, съемки это такое, непростое, в общем, дело. То есть нужно много времени проводить на свежем воздухе. Но ничего, на самом деле, он молодец. Изобрази, пожалуйста, страдальческое лицо. Тебе грустно от того, что проигрываете этим негодяям. Мир рушится. Да, вы просто еще понимаете, что это будет не просто вот там раз мы включили футбол и там 1,5 минуты футбола. То есть там эпизод, потом другая сцена, эпизод, другая сцена. Это будет перебиваться. Так сказать, параллельное действие. Камера. Ребята, и сейчас прямо мы в камеру, вас всех видно прекрасно, так что... Музыка. Можем сразу же еще раз дубль. Давайте сразу же. Саша, Алеша, говорите, что вы знали. А я чечетку могу. А я ушами умею шевелить. Огромное, конечно, спасибо нашим танцорам, Саше и Алёше. Я считаю, что блестяще справились со своей задачей. Ребята очень правильно нашли вот этот баланс между юмором, самоиронией. Эти два человека никогда вместе раньше не работали. В принципе, это вообще конкурирующие школы. Я их столкнул лбами и заставил их вместе сотрудничать. Еще раз говорю, блестяще справились с этой задачей. Сперва так засомневался, думаю, интересно, что из меня как артист. А потом думаю, чем черт не шутит, попробуем. Тем более с Отавой всегда хорошо. Весело по-любому, все клипы веселые. Я был немного удивлен, потому что мы ни разу раньше с Лешей вместе не работали. Но, тем не менее, тот результат, который получился в итоге, мне очень понравился. Сложно было не совместно делать номер. Здесь нормально, все, мы с ним встретились и достаточно быстро все это сочинили, как говорится, да, там склеили. Сложно было танцевать не в ирландской технике. Когда ты себе там много лет вбиваешь от себя вот это, там, скрещенность, выворотность и прочие дела вот эти, ты уже привык, ты уже не можешь по-другому. Я даже иногда хожу именно так. И тут звонок, типа, Леша, у нас танцевать ирландский танец не по-ирландски. Я понимал, что есть задача, есть актерская задача, которая куда шире, чем просто потанцевать. Я считаю, что это было именно очень правильно. Сам танец был снят в 3-ю сессию. Это стало как бы такой кульминацией всей нашей работы. Не, все супер, супер. Так я и говорю, что было. Все. Чтобы я рыдал от счастья. Ну и, наверное, последний вопрос. Какая школа самая крутая в Питере? Все хорошо. И сотрудники нашего НИИ. Привет. Замечательный, конечно, человек участвует, который играет эпизодическую роль. Даниил Ведерников, специалист по танцам барокко, по реконструкции барокко. Он говорит, так, сейчас дайте мне 5 минут. О, готово. И вот действительно за 5 минут родил эту замечательную сценку. Вы бы слышали, какой смешной он монолог читал во время их ссоры. 2 часа жду вас! И ничего не происходит. Вот наконец-то вы являетесь в штанах! Все, конечно, узнали замечательную скрипачку Лину Колесник, которая нам в последнее время очень помогает, заменяя Юлю, находящуюся в декретном отпуске. Но, несмотря на это, имеющую возможность иногда прийти и поучаствовать в наших видеосъемках и даже каких-то концертах. Алла Туровская, кто-то, кто очень любит джаз, наверняка узнал, а может быть даже не узнал и был удивлен. О боже, это же та самая Алла Туровская, да, действительно, Алла замечательная джазовая певица теперь, а буквально еще несколько лет назад замечательная актриса кукольного театра, женщина, в которую мог бы, может быть даже роковая женщина, влюбиться простой Эфенди. В первый свой съемочный день она приехала дико больная, она сказала: «Леха, у меня нет голоса, что делать?» Я говорю: «Алла, спокойно, говорить не придется, приезжай, мы тебе найдем чайку». И Алла, да, как настоящий профессионал, все сделала очень точно, правильно и красиво. Иван Скороходов. Мы с ним познакомились на спектакле
в котором мы играли роль музыкантов, а он там был одним из... он играл государя-императора, на минуточку, и ставил этот спектакль как раз Даниил Ведерников. У него очень классно получался такой вот аристократический вид. Хотелось ввести какого-то антигероя, то есть вот у нас есть вот эти такие полухулиганистые какие-то там танцоры непонятные, какие-то маргиналы. И, конечно, у них должен быть старшой. И, в принципе, Ваня, да, вот он такой аристократ, ну, который не гнушается всяких таких нехороших дел. Причем у него нашелся и костюм, который нужно, все, там фрак, котелок. Я-то подумал, ага, ну вот у нас здесь еще место, вот мы этих персонажей показали, а чем же все закончится? Пускай закончится вот так вот, пускай все-таки они принесут ему добычу, так как они все-таки горе-хулиганы, то ничего у них не получится. Ну а ему приходится иметь дело с такими горе-хулиганами. Это вы меня спрашиваете? Я думаю, потому что это две разные песни. А я не замечал. Я думаю, это разные, наверное, персонажи. И кошка, и кот. А в целом песня о роде, что не обижать слабых, кошачий пол, милых мимими кошечек. Вообще это же, как бы дуальность мира, ты понимаешь? Вот, то есть, по сути дела, там же, где есть черная кошка, то там же есть белый кот. И как вообще кот без кошки и кошка без кота, они не могут существовать друг без друга? Поэтому я не вижу никаких противоречий. Это не совсем животное, что есть какой-то еще информационный слой, что это вроде ребуса. И, скорее всего, для каждого это свой кот, который убьет по пузу, или своя кошка, у которой 4 ноги. Это такой жест, сначала мы прикалывались, а потом оказалось, что это в этом что-то есть, в этой лаже что-то есть. Ну тогда это показалось просто прекрасным, а сейчас, так размышляя, можно, наверное, охарактеризовать, что это такая одновременная приглядка. Это неправда. Нет, потому что я первый раз про это слышу. Как бы я бы с удовольствием, но, к сожалению, действительно был занят. Ну да, в этом плане получается, что да, что я на какой-то другой крыше был, да. Говорит крыша, но она вся внизу. Даня, это для тебя? Да, все, давайте, начали. В этот раз мы шагнули далеко вперед по поводу организации всего кинопроцесса. К нам присоединились люди, которые занимались логистикой, администрированием. Это прямо сильно облегчило существование и вообще весь съемочный процесс. Мы даже получали разрешение на съемки в комитете по культуре, если не ошибаюсь. Группа «Атава-Йо» снимает фильм про кота, да. Нам очень повезло, что вагоновожатым оказался Алексей, молодой человек, который очень с пониманием ситуации подошел к нашим задачам, потому что, в принципе, конечно, мы должны были ездить только по одному маршруту, должны были сделать, по-моему, там 10 кругов. Сделали мы намного больше. Трамвай — это же не автомобиль. Нам пришлось заранее планировать этот маршрут, утверждать его. Приходилось вот как-то все иметь в голове, понимать, что где мы хотим снять, это все планировать. Отдельно, конечно, хочется рассказать про вот эти массовые сцены, в которых занято достаточно много людей. Это, наверное, одно из самых сложных. Собрать всех в одном месте, найти этих людей. Особенно, если ты снимаешь не просто там современное видео, где не важно, кто как одет, а когда важна одежда. Вот мы вдруг поняли, что нам катастрофически не хватает людей, которые бы стояли вокруг наших замечательных танцоров и смотрели их пляску. И я пишу пост ВКонтакте, говорю: ребята, кто хочет сняться в видеоклипе «Атава-Йо», завтра в 9:30 надо быть там-то и там-то в костюмах.
Мне тут же отписалось несколько человек, там, не помню, 15. Они мне прислали свои фотографии в этих костюмах. И, о чудо, на следующий день в 9:30 все были на месте, как часы, выполняли все наши пожелания, распоряжения. И это действительно было, ну, просто какая-то фантастика.